Российские самолеты вторгаются в Норвегию, Маск подает в суд, а судно с зерном взрывается на мине. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украинские силы обороны сдерживают россиян высадкой на левом берегу Днепра. Поэтому эта ситуация, она скорее имеет сковывающий элемент, сковывает возможности российского командования использовать людской ресурс. Россия снова бьет по энергетике, насколько это ухудшит состояние всей сети и сделает зиму еще холоднее. С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта. Самолеты не помогут победить в войне, но что тогда поможет? Конечно, прежде всего вам нужны боеприпасы для стрельбы на большие расстояния, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это важно, мы должны понимать, что вам нравится, а что вам нет из происходящего. Ну а мы пока начнем. Украинские войска продолжают наступательные операции под Бахмутом в западной части Запорожской области и имеют там определенные успехи, пишет в своем отчете Институт изучения войны. Видеозапись, которую мы вам, к сожалению, тут не можем показать, и которая была геолоцирована аналитиками института, показывает, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западу от Работина. А плацдарм на левом берегу Днепра, контролируемый силами обороны Украины, понемногу расширяется, хоть россияне и дальше предпочитают этого не замечать. Можно рассматривать то, что там сейчас происходит, как, скажем так, создание максимально некомфортных условий для российских оккупационных войск по контролю данного участка и блокированию их именно на этом плацдарме. Поскольку не забываем, что та же самая десантно-штурмовая дивизия, подразделение ее 7-й ДШД, были ранее отправлены для усиления Запорожской области. А сейчас их вернули на левобережную Херсонщину. То есть, таким образом, в некотором смысле Запорожская область все-таки была ослаблена посредством оттягивания этого количества подразделений. Кроме того, имея проблематику левого берега, вряд ли российскому командованию взбредет в голову для усиления давления на Авдеевку использовать ресурс той же самой Запорожской области или, например, группы войск «Восток», которая сейчас оперирует на административной границе между Запорожской и Донецкой областью, то есть по мокрым ялам в районе Старомлиновки и так далее. Поэтому эта ситуация, она скорее имеет сковывающий элемент, сковывает возможности российского командования использовать людской ресурс. И Бахмут, и то, что силы обороны укрепляются на левобережном плацдарме, подтверждают в українському генеральному штабі. Це складний ділянка нашої зони відповідальності. І робота там, звісно, триває, бойова робота триває, але вона не вся підлягає розголосу, навіть за умов, що якусь частину вже ми змогли оприлюднити. І саме велика різниця є в термінах «закріпилися» і «закріплюються». Ми продовжуємо бойову роботу, и підрозділи морської піхоти працюють потужно. Российская артиллерия и дроны снова ставят своей главной целью украинские энергетические объекты. Минувшей ночью дроны «Камикадзе» атаковали такой объект под Одессой. К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Один гражданский сотрудник получил ранение. Его госпитализировали. Дроны пытались прорваться к энергетическим объектам под Киевом тоже, но там эффективная работа ПВО не позволила им добиться хоть чего-нибудь. В британской разведке пытаются оценить, как изменится ход боевых действий с приходом зимы и насколько удары по энергоинфраструктуре повлияют на весь фронт. С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта. В Черном море взорвался балкер с зерном. Торговое судно, вероятно, зацепило плавучую морскую мину. Балкер под флагом Либерии с грузом пшеницы на борту получил повреждения в открытом море. По сути, это тоже создает определенное давление, в том числе на НАТО, поскольку в территориальные воды НАТО, стран НАТО,
заплывают мины, которые создала Российская Федерация. Мы не видим на данном этапе достаточного уровня решительности России идти на углубление конфликта с НАТО, и с другой стороны мы не видим достаточного уровня решительности стран НАТО отвечать России. Но тем не менее, вот эти случаи, которые скорее всего случайны, они тем не менее происходят, и происходят достаточно регулярно. А сейчас вот эта ситуация с кораблем, да, к счастью, она не привела к трагическим последствиям. Корабль даже смог доплыть до, скажем так, точки, где он смог, где его, возможно, либо отремонтируют, либо найдут, какие там проблемы еще могли возникнуть. Тем не менее, риски есть. Повреждение не настолько критическое, чтобы судно затонуло, но, тем не менее, зерновой коридор оказывается не такой уж и безопасный. Истребители F-35 перехватили 6 российских самолетов, рапортует норвежское воздушное командование в Твиттер. Норвежские истребители 5-го поколения идентифицировали 2 бомбардировщика Ту-160, 2 МиГ-31 и 2 Ил-78 Мидас, это самолеты-заправщики. Самолеты вернулись в Россию после встречи с норвежскими F-35. Какова цель была такой масштабной вылазки, остается неизвестным. Про авиацию дальше и продолжим. Самолеты не поменяют ход войны. Украине сейчас нужны боеприпасы, говорит министр обороны Эстонии. Но хоть и решать это должен украинский генеральный штаб, защитникам Украины сейчас нужно любое оружие. Конечно, прежде всего вам нужны боеприпасы для стрельбы на большие расстояния, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию и освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию. И еще министр напомнил, что только 50 стран соглашаются предоставить оружие Украине, а это около миллиарда человек, то есть около 20% населения Земли. Значит, еще много государств остаются равнодушными к войне России в Украине. Эстония точно не одна из таких стран, говорит министр обороны. Из тюрьмы вышел один из самых известных киллеров России 90-х. Член Ореховской ОПГ Александр Пустовалов, Саша Солдат его называли. Он убил не менее 30 человек. Задержали его в 99-м, он пошел на сделку со следствием. Затем в 2016-м его признали виновным еще в 4 убийствах. Российский суд назначил ему в целом 24 года лишения свободы. Когда его спрашивали о мотивах, он говорил: «Я солдат, солдаты должны убивать». Теперь он на свободе. Крупные компании отказываются размещать свою рекламу в социальной сети X, бывшем Твиттере, после слов Илона Маска про евреев. В своей же соцсети не пост, а скорее ответ на пост пользователя вызвал такую реакцию. В ответ на сообщение пользователя бывшего Твиттера о том, что еврейские общины поддерживают, цитирую, «диалектическую ненависть к белым», конец цитаты, Маск написал: «Это чистейшая правда». Но и это не все, не весь скандал. Некоммерческая организация Media Matters for America в своем отчете, датируемом 16 ноября, пишет, что рекламу Apple, Amazon, IBM и Oracle в соцсети X размещают рядом с ультраправыми постами. А Маск в ответ пообещал подать в суд на компанию и на всех, кто, как он говорит, причастен к этим мошенническим атакам, конец цитаты Маска. На все это отреагировали в Белом доме. Недопустимо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в истории Америки, в любое время. Тем более сейчас, после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста. Гендиректор сети X отреагировала на все это заявлением, что сеть борется с антисемитизмом и другими проявлениями нехорошими. Но маховик уже запущен.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, жду ваших комментариев и жду ваших подписок на наш канал. Давайте увеличивать его аудиторию. На этом все, до встречи, хороших вам новостей.